Готовлю очень простой домашний шоколадный тортик с двумя видами крема. Крем заварной на вареной сгущенке и шоколадный на растительном масле без варки. Тортик получается вкусный, сочный и нежный. Беру пол-литра простокваши. Можно взять кефир, сметану или йогурт. Добавляю 1 чайную ложку соды, перемешиваю. Через 5-7 минут появляются пузырьки. Реакция пошла. Теперь добавляю щепотку соли, 150 грамм сахара и хорошо перемешиваю. А теперь по одному добавляю 3 сырых куриных яйца. И все хорошо перемешиваю миксером. Следующий добавляю муку. Постепенно. Сначала 200 грамм, на нее 3 столовые ложки какао, а сверху ваниль или ванильный сахар. И все это перемешиваю с мукой. Не включая миксер, венчиками слегка размешиваю, а затем включаю миксер и хорошо все перемешиваю. А теперь еще 200 грамм муки и 100 миллилитров растительного рафинированного масла. Перемешиваю все миксером. А теперь еще добавляю 100 грамм муки. Перемешиваю миксером до однородности. Вот такое красивое тесто получилось. Оно не очень жидкое и не очень густое. Вот такое. С ложки спадает лентой. Выкладываю в форму. У меня размер формы 17 на 27. И отправляю в духовку минут на 40-50 при температуре 180 градусов. Готовность проверила шпажкой. Шпажка сухая. Еще горячий вместе с пергаментом вынимаю из формы. Убираю пергамент и даю остыть на решетке. Так корж не будет влажным. У меня тесто получилось на 2 коржа. Выпекаю так же, как и первый, только этот в виде заготовки заморожу в морозилке. А теперь разрезаю корж для тортика. Разрезаю корж вдоль на 2 части. Нижняя часть будет основание торта, а верхняя – второй слой. Верхнюю часть разрезаю поперек для удобства. И затем каждую из этих половинок еще раз вдоль, как бы на 2 коржа. И теперь это все нарезаю на небольшие кубики со стороной 1,5-2 сантиметра. Нарезанные кубики складываю на тарелку и пока откладываю в сторону. Приготовила пропитку для тортика. Полную с горкой чайную ложку вареного сгущенного молока развела в 200 мл теплой воды. Можно добавить немного коньяка или рома. И этой пропиткой смачиваю обратную сторону коржа, первого коржа тортика. Не сразу, но корж пропитывается. Хорошо смочила и этой стороной укладываю на блюдо, на котором будет стоять торт. Теперь этой же пропиткой увлажняю корж с другой стороны. Не забываю пропитать края коржа. Благодаря пропитке торт не будет сухим. Готовлю заварной крем на вареном сгущенном молоке. Всю банку 380 грамм вареного сгущенного молока разбавляю водой. И добавляю воды, чтобы всего получилось пол-литра. В другую кастрюлю, в которой буду варить крем, добавляю 2 столовые ложки муки с горкой и 2 столовые ложки крахмала с горкой. У меня картофельный, а также ваниль или ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешиваю. А еще добавляю 1 столовую ложку с горкой порошка какао. Перемешиваю венчиком до однородности. А теперь постепенно, в несколько приемов, к сухой смеси добавляю жидкую. Добавила немного, перемешала. Еще добавила немного, перемешала. Так в смеси не будут образовываться комочки. Вот такая жидкая смесь получилась. А теперь будущий крем переношу на плиту. Огонь под кастрюлей делаю ниже среднего, почти самый маленький. От плиты не отхожу и постоянно помешиваю венчиком, собирая крем с дна. Иначе крем будет пригорать, и в креме будут образовываться комочки. Когда крем загустел и начал закипать, крем готов. Снимаю с огня, переношу на стол
и очень-очень интенсивно перемешиваю крем. Это опять профилактика комочков. Если нужно, чтобы крем держал форму, то сливочное масло не добавляю. А если нужно, чтобы он был более текучим и нежным, можно добавить кусочек сливочного масла. А вы на канале готовим с вами вместе. Крем оставляю остывать на столе. Если на поверхности образовалась плотная корочка, то ее легко разбить, интенсивно размешав крем ложкой. А если горячий крем накрыть пищевой пленкой в контакт, то корочка не образуется. Крему даю остыть и наношу крем на первый основной корж. Распределяю ровным слоем по всей поверхности. Крема не жалею. Тогда будет вкусно и сочно. Обязательно промазываю края коржа. А теперь ровным слоем на крем выкладываю подготовленные кубики, совсем слегка вдавливая в крем. Поправляю, чтобы было везде ровно и аккуратно. А теперь все той же пропиткой пропитываю кубики. Чем больше пропитки, тем сочнее будет торт. Края тоже хорошо пропитываю. Прохожусь пропиткой несколько раз. А теперь готовлю шоколадный крем без варки. Беру 100 мл молока у меня из холодильника. По рецепту 180 мл растительного рафинированного масла без запаха. А я беру растительного масла в 2 раза больше, чем молока, на глаз. Готовлю сразу в пол-литровой банке. Добавляю 3 столовые ложки сахара с небольшой горкой, 2 столовые ложки с хорошей горкой какао, ваниль или ванильный сахар и все хорошо перемешиваю. Рецепт в описании под видео и в первом комментарии. Беру погружной блендер, включаю и на средней скорости, не торопясь, держу блендер у дна банки, пока у поверхности не появится крем. Вот начал уже по чуть-чуть появляться. Понемногу приподнимаю и опускаю блендер. И опять держу у дна. А крема становится все больше и больше. А теперь блендером как бы все перемешиваю, приподнимая и опуская. А вы на канале готовим с вами вместе. Крем почти готов, но на поверхности еще видно небольшое количество масла. Поэтому продолжаю взбивать, чтобы все масло превратилось в крем. В принципе, крем готовится как майонез. Я в шутку его называю шоколадный майонез. Но вот еще немного, и крем готов. Всего времени у меня ушло на приготовление крема 1 минута 20 секунд. А может уходить до 2 минут. Посмотрите, какой он густой. По виду похож на вареную сгущенку. А по вкусу нежный молочный шоколад. Очень вкусный и приятный. Готовится легко и просто, а результат просто отличный. Чтобы этим кремом украсить сверху торт, нужен специальный кулинарный конус. У меня его не оказалось, поэтому использую обычный пакет. Устанавливаю пакет в чашку в виде воронки. Одним углом вниз и выкладываю в этот угол крем. Продвигаю крем ближе к углу и уголок пакета срезаю. Чем больше срезаю, тем шире будет украшение. Теперь кремом можно украсить тортик сверху. Вот такой красивый простой тортик получился. Отправляю в холодильник на несколько часов. У меня тортик в холодильнике стоял ночь. Посмотрим, какой же он получился в середине. Разрезаю. Пропитанный корж, много крема, нежные пропитанные кубики, а сверху шоколадный вкусный крем. Сочный, нежный и очень простой в приготовлении. Если понравилось, поставьте лайк, поделитесь с другом и попробуйте приготовить. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!